Ранее белая кожа была признаком красоты и аристократичности. Дамы носили длинные платья в пол с длинными рукавами и высокими воротничками, а от солнца закрывались при помощи зонтиков и вееров. Именно Коко Шанель ввела моду на загар. А в 2000-х годах на автозагар, на солярии, на естественный и искусственный свет был настоящий бунт. Так что же такое загар на самом деле? Давайте разберемся. Ультрафиолет попадает на кожу, и специальные клеточки меланоциты получают сигнал. Они выпускают пигмент меланин, который поглощает другие клетки кератиноциты. Меланин выстраивается вокруг ядерного аппарата клетки и защищает нашу кожу от воздействия ультрафиолета, так как солнце влияет на структуру ДНК и вызывает ее изменения, повреждения. Так в чем смысл солярии? Что это такое? Солярий, как вы знаете, бывают горизонтальные и вертикальные. Это кабинка, в которую заходит человек и дозированно получает облучение искусственным светом. Искусственный свет представлен двумя типами излучения. Это лучи А и лучи Б. Но они более агрессивны для кожи человека, чем обычный солнечный свет. Зачем это сделано? Для того, чтобы небольшое количество времени хватило вам для того, чтобы получить бронзовый оттенок кожи. Пользы помимо загара от солярия также есть. Например, это выработка витамина D, которая происходит в нашем организме под действием естественного или искусственного света. Витамин – это очень важный компонент. Он защищает наши клетки от стресса, необходим для правильного усваивания кальция, а также более подробно о нем мы расскажем в другом видео. Также действие света назначают врачи-дерматологи для лечения различных хронических кожных заболеваний, например, таких как псориаз. Не стоит забывать, что именно воздействие света, как естественного, так и искусственного, помогает нам быть счастливыми, так как под его действием образуются гормоны эндорфины. Ну и, конечно же, если вы собрались в отпуск, лучше перед поездкой в жаркую страну пройти несколько сеансов солярия, так как кожу необходимо подготовить для воздействия агрессивного ультрафиолета. Мы поговорили о плюсах солярия, а теперь давайте поговорим о его минусах. И вы, пожалуйста, сами сделайте для себя вывод, стоит вам посещать солярий или нет. Как я уже говорила ранее, искусственные и естественные лучи при воздействии на кожу способствуют образованию в ней витамина D. Но помимо этого лучи проникают настолько глубоко, что травмируют коллагеновые и эластиновые волокна. Также хочу обратить внимание тех пациентов, у которых уже существует пигментация. Ультрафиолет любой, естественный или искусственный, усугубляет ее. То есть пятна становятся более темнее и становятся более широкими и объемными. Если же у вас пока еще пигментации нет, то лучи являются провокатором ее появления. А также Всемирная организация здравоохранения говорит нам о том, что при регулярном посещении солярия до 30 лет повышается риск возникновения онкологических заболеваний аж на 75%. Это могут быть как доброкачественные, так и злокачественные новообразования кожи, такие как меланома кожи. Кому не рекомендуется посещать солярий? Обратите внимание на то, к какому фототипу кожи вы относитесь. Если у вас светлая кожа, светлые волосы, зеленые или голубые глаза, то это первый фототип кожи. И вы уязвимы под действием ультрафиолета. И неважно, искусственный это свет или естественный. Если есть миома или мастопатия, если вы кормите малыша или находитесь в состоянии беременности, лучше отложить визит в солярий на попозже. Также обратите свое внимание на то, что если у вас на коже доброкачественные новообразования кожи, неважно что это, родинки, фибромы, папилломы, обратите на это внимание. Ультрафиолет пагубно влияет на новообразование любой природы. И, конечно же, если у вас есть хронические заболевания в стадии обострения, не посещайте солярий. Если вы находитесь на терапии какими-либо лекарственными средствами, тоже будьте осторожны, так как они могут выделяться на поверхность кожи и являться фотосенсибилизаторами, которые, в свою очередь, как я уже рассказывала ранее, являются магнитом, и ваша кожа будет просто обжигаться.
Если же вы приняли для себя решение, что будете посещать солярий, то давайте договоримся соблюдать несколько правил. Первое правило. Перед курсом солярия вы должны обратиться на консультацию к врачу-дерматологу-онкологу, чтобы он осмотрел вашу кожу на наличие доброкачественных или злокачественных новообразований. Также вы можете найти в своем городе клинику, в которой стоит аппарат PhotoFinder, который фотографирует вашу кожу и фиксирует расположение и размер всех родинок. Эта информация остается в клинике, и вы можете каждый год туда обращаться, и будет происходить сравнение между прошлой картинкой и текущей. И таким образом можно будет выявить изменения новообразования, которые у вас есть. Перед посещением солярия обязательно примите душ и смойте водой вообще все химические вещества, которые могут быть на вашей коже. Остатки геля, мыла, остатки декоративной косметики, какие-либо дезодоранты, парфюмированные средства, так как эти все вещества могут быть фотосенсибилизаторами. При попадании лучей в зоны, где они находятся, кожа будет обжигаться. Перед загаром снимайте все ваши украшения, очки и контактные линзы. А также онкологи рекомендуют загорать в бикини и в лифе. После использования солярия ухаживайте за вашей кожей, используйте увлажняющие средства. Они помогут как можно быстрее восстановить поврежденную кожу. Татьяна Владимировна, объясните, пожалуйста, на примере лазерной эпиляции, если, например, я захочу сходить до или после лазерной эпиляции в солярий, что может быть? Если вы сначала сходите в солярий, а потом придете на процедуру, то мы обожжем вашу кожу. Если вы придете на процедуру, а потом сходите в солярий, то на коже появится гиперпигментация. Если же, например, вы пришли не на лазерную эпиляцию, а просто на косметологическую процедуру, такую как механическая чистка или химический пилинг, а потом пойдете загорать, то на вашей коже также возникнет гиперпигментация, то есть потемнение кожи. А также хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком. Если вы приняли решение ходить в солярий, то не нужно ходить сегодня 2 раза в неделю, на следующей неделе 3 раза в неделю. Или, например, тут вы сходили 5 минут, а там 10. Нет. Нужно ходить регулярно, например, раз в 3 дня или раз в 4 дня на конкретное количество минут. Например, каждый, понедельник и четверг по 3 минуты. Таким образом, вы как будто бы дрессируете свою кожу. И это более безопасно, чем спонтанные походы.